Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 18 апреля, сегодня у нас с вами четверг, сегодня денежный день. Обращаем ваше внимание, что сегодня день денежной девятки, поэтому обязательно нарисуйте нашу любимую циферку на руке и скажите определенные слова для того, чтобы привлечь изобилие, достаток и благополучие в свою жизнь. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментарии напишите цифру 9, далее напишите следующую волшебную фразу «Я привлекаю деньги» и напишите, какую сумму денег вы привлекаете. Обращаем ваше внимание, что Вселенная нас слышит прекрасно и чудесно, поэтому очень важно, чтобы вы осознанно прописали эту цифру. Также не забудьте прописать, в какой валюте, потому что вы помните, что Вселенная любит иногда шутить. Когда мы говорим слово 9000, для кого-то это может быть в разных валютах, это может быть даже какие-то сущие копейки. Поэтому, пожалуйста, прописываем. Еще раз, пишем циферку 9, пишем «Я привлекаю деньги», пишите, какая сумма, не забываем писать и ваше полное имя. Ну а мы с вами начинаем. Посмотрим, что же сегодняшний день нас ждет и на какие моменты и советы, рекомендации вам обязательно стоит обратить внимание. Итак, друзья, сегодня 18 апреля, сегодня день денежной девятки. Это день, когда энергия финансового изобилия и процветания становится особенно сильной. Цифра 9, вы знаете, она сама по себе ассоциируется с изобилием, с процветанием, поэтому использование именно этой цифры до сегодняшний день, 18 апреля, в практиках может привлечь в вашу жизнь и финансовую удачу. Также не забывайте проводить различные практики, говорить волшебные слова для того, чтобы именно в этот день усилить связь с энергией изобилия и привлечь в свою жизнь финансовое благополучие и процветание. Также обращаем ваше внимание, что когда вы проводите любые практики, вы в обязательном порядке должны это делать с радостью, с удовольствием. Иначе в таком случае вы неправильно ставите цели и задачи в свою жизнь, потому что когда все настроено на негативе, на какой-то злости, зависти, то вы должны понимать и то, что это практики проходят криво и, соответственно, очень сильно могут влиять на вас и на конечный результат. Давайте посмотрим, что же сегодня нам обещает лунный календарь и на какие моменты события вам обязательно стоит сегодня обратить внимание. Итак, друзья, сегодня у нас с вами растущая луна. Растущая луна в знаке зодиака Дева. Обращаем ваше внимание, что сегодня 10 и 11 лунные сутки. Также обращаем ваше внимание, что растущая луна в сочетании с земным знаком зодиака Дева придает особую направленность и практичность. Дело в том, что сегодня активизируются у нас с вами процессы роста и развития. Поэтому сегодняшний день очень благоприятен для начала новых проектов, для реализации планов, привлечения положительных изменений в свою жизнь. Кроме того, Луна в знаке зодиака Деве способствует укреплению решимости, настойчивости и целеустремленности. Поэтому сегодняшний день отлично подходит для осуществления амбициозных планов и достижения целей. Кроме того, знак зодиака Дева характеризуется практичностью, аналитическим мышлением и организованностью. Под влиянием данного знака зодиака мы можем ощущать необходимость порядка и искать систематизацию в своих делах. Кроме того, это день, когда многие будут склонны приступать к упорядочиванию окружающего пространства, планированию и к решению практических задач. Кроме того, этот день благоприятен для работы над собой, совершенствованием и повышением производительности. Луна в знаке зодиака Дева способствует рациональному использованию времени, ресурсов, что делает этот день идеальным и для обучения, и развития профессиональных навыков, и повышения квалификации. Также в этот день следует ожидать, что этот день будет способствовать укреплению здоровья и благополучия. Забота о своем физическом и психическом состоянии будет иметь особенно важное значение именно в этот день. Также сегодня хорошо заниматься спортом, здоровым образом жизни, проведение процедур, которые будут направлены на оздоровление.
Однако, несмотря на благоприятные тенденции этого дня, обращаем ваше внимание, возможны некоторые опасности. Во-первых, возможно чрезмерное беспокойство в каких-то деталях и недостаточное внимание к общему контексту. Мы можем сегодня столкнуться с перфекционизмом и критичностью как к себе, так и к окружающим людям. Поэтому сегодня важно помнить о необходимости сохранять баланс между практичностью и анализом, для того, чтобы избежать излишнего напряжения и стресса. Также в этот день, 18 апреля, следует быть осторожными во взаимодействии с другими людьми. Под влиянием растущей луны эмоции могут быть более яркими и интенсивными, что может привести к конфликтам и к недопониманию. Важно проявлять сегодня терпимость, доброжелательность и уважение к точке зрения других людей, чтобы избежать конфликтов и сохранить гармонию в отношениях. Кроме того, в этот день очень хорошо работать над собой, заниматься своим развитием и не только прописывать свои цели, но и делать первые шаги. Также старайтесь сегодня сохранять баланс. А также старайтесь избегать чрезмерного напряжения и конфликтов. Также обращаем ваше внимание, что сегодняшний день отличается энергией роста и развития, которую стоит использовать в своих интересах, стремясь к самосовершенствованию и к достижению успеха. Что же касательно лунного календаря здоровья на 18 апреля, то предвещает благоприятный день для заботы о своем физическом и о психическом состоянии. Как мы уже сказали ранее, в этот день Луна находится в фазе роста и находится в знаке зодиака Девы, что создает тем самым идеальные условия для укрепления здоровья, профилактики заболеваний и проведения оздоровительных процедур. Также обращаем ваше внимание, растущая Луна символизирует у нас с вами энергию роста и развития, поэтому в этот период организм более подвержен положительным изменениям и восстановлению. Поэтому этот день отлично подходит для начала новых здоровых привычек, для проведения процедур, которые направлены на оздоровление вашего организма. Кроме того, знак зодиака характеризуется сегодня практичностью, организованностью и стремлением к самосовершенствованию. Под влиянием данного знака зодиака вы можете ощущать необходимость в заботе о своем здоровье и принятии мер для его улучшения. Дева учит нас быть более внимательными к собственным потребностям и, что не очень важно, правильно распределять свои силы и свою энергию. Кроме того, в этот день очень важно обращать внимание на правильное питание и рациональность его. Дело в том, что под влиянием растущей Луны организм лучше усваивает питательные вещества, поэтому следует отдавать предпочтение легким и полезным блюдам, богатым витаминами и минералами. Важно также учитывать, конечно же, и индивидуальные потребности вашего организма и избегать излишнего переедания. Также сегодня рекомендуется уделить внимание физической активности и занятиям спортом. Физические упражнения будут способствовать укреплению мышц, улучшению кровообращения и общему оздоровлению вашего организма. Также обращаем ваше внимание. Под влиянием растущей Луны этот день приносит благоприятные результаты, поэтому сегодняшний день идеально подойдет для занятий физическими упражнениями или занятия спортом на свежем воздухе. Кроме того, сегодняшний день благоприятен для проведения процедур, направленных на улучшение состояния вашей кожи, волос, ногтей, поэтому массаж, ароматерапия, обертывание и другие косметические процедуры в этот день будут особенно эффективны. Однако, несмотря на благоприятные тенденции, в этот день следует избегать излишних нагрузок и стрессовых ситуаций. Кроме того, сегодня люди могут быть более чувствительными к внешним воздействиям, поэтому важно обеспечить себе комфортные условия и умеренность во всем. Поэтому, подводя итог, хочется сказать о том,
том, что все-таки это день благоприятным как для заботы о своем здоровье, так и о том, чтобы позаботиться об оздоровлении своего организма. Теперь давайте поговорим о лунном календаре денег, на что нам сегодня с вами следует обращать внимание. Дело в том, что Луна у нас находится в фазе роста и в знаке зодиака Девы, а это придает особую энергию и акцент на практичность, организованность и стремление к совершенствованию. Кроме того, обращаем ваше внимание, вам стоит сегодня обращать внимание на планирование и рациональное распределение денежных средств, а также на поиск новых возможностей для увеличения доходов и управления финансов. Как вы знаете, знак зодиака Дева известен своей практичностью и склонностью к деталям, что делает этот день благоприятным для анализа и организации финансовых дел. Под его влиянием мы можем обнаружить новые способы экономии и эффективного использования ресурсов, а также улучшения управления финансами в целом. А также в этот день, обращаем ваше внимание, очень важно планировать бюджет, планировать свои расходы, а также искать поиск новых источников дохода. Кроме того, ввиду того, что растущая Луна, то ваше финансовое положение может в этот день намного улучшиться, особенно если вы проявите инициативу и активность в финансовых делах. Также думайте о том, как вам развиваться, что вам стоит делать, чтобы в вашей жизни всегда было изобилие, достаток и благополучие. Давайте теперь посмотрим на карту Таро на этот день, 18 апреля, и обращаем ваше внимание, выпала карта «Мир». А эта карта, как вы знаете, символизирует гармонию, а также завершение цикла и общий успех. Поэтому эта карта говорит о том, что у некоторых людей сегодня завершается какой-то значимый этап в жизни и наступает период гармонии и покоя. Кроме того, это может касаться каких-то проектов, задач. Также это и внутреннее преображение и духовное освобождение от каких-то негативных, возможно, мыслей или понимания или осознания того, что в вашей жизни пора что-то менять. Также эта карта говорит нам о том, что нас ждет успех и достижение желаемых целей. И очень важно понимать, что если это выпала карта на этот день, 18 апреля, и вы не знаете, на правильном ли вы пути или нет, то знайте, что карта «Мир» в этот день говорит нам о том, что вы на правильном пути и уже совсем близки к достижению своих каких-то желаний, своих амбиций. Поэтому не останавливайтесь на достигнутом и обязательно идите только вперед, и у вас все получится. Давайте теперь посмотрим, что нам говорит Архангел Михаил на этот день, 18 апреля. Ну, во-первых, очень важный совет касательно того, что мы должны в этот день стремиться к справедливости и к истине. Поэтому в этот день, 18 апреля, постарайтесь быть честными и искренними как в отношениях с окружающими людьми, так в своих мыслях и в поступках. Ищите истину во всем, что вы делаете, и стремитесь к гармонии и к благополучию. Также не забывайте просить защиту и поддержку. В этот день вы можете попросить Архангела Михаила защитить вас от всех видов негативных воздействий и оберегать вас от опасностей и каких-либо бедствий. Медитируйте, молитесь, чтобы попросить его поддержать вас на вашем пути к росту вашему и самосознанию. Кроме того, не забывайте проявлять милосердие и сострадание. Проявляйте эти качества в своих отношениях с другими людьми. Будьте добрыми, будьте заботливыми к тем, кто нуждается в вашей помощи. Стремитесь помогать тем, кто находится в беде или у кого-то что-то не получается. Кроме того, будьте готовы сегодня к переменам и не забывайте, что когда вы достигаете каких-то высот, у вас обязательно также и появляются какие-то препятствия. И очень важно в этот момент быть мудрым, терпеливым. Поэтому будьте готовы к переменам, к вызовам, которые могут сегодня возникать на вашем пути. Доверьтесь своей силе и уверенности в себе. И помните, что с помощью Архангела Михаила вы можете преодолеть все трудности, и обязательно вы сможете достичь успеха в своих начинаниях. Не бойтесь того, что идет в вашу жизнь. Иногда очень люди боятся, но вы должны понимать и то, что бояться не стоит.
стоит, потому что все то, что в вашей жизни, вы сможете легко это реализовать. Друзья, ну и как мы говорили, ввиду того, что сегодня день денежной девятки, обязательно нарисуйте на запястье циферку 9. Для этого возьмите ручку или маркер здесь на ваше усмотрение. Главное, чтобы в этот момент, когда вы будете проводить практику, вы находились в прекрасном расположении духа, у вас было открытое сердце, вы ни на кого не злились, потому что эта практика делается во благо себе, а не на зло кому-либо. И когда вы будете рисовать циферку 9, скажите следующие слова: «Мои финансовые возможности безграничны». И вот именно это поможет вам достигнуть вот тех финансовых высот, которые вы желаете. Не бойтесь этого делать. Кроме того, вы сегодня можете проговаривать цифру 9 в тот момент, когда вам нужно. Но не забывайте говорить и фразу «Мои финансовые возможности безграничны». Также эти слова вы можете прямо сейчас прописать в комментариях к этому видео. Но не забывайте про волшебную нашу девятку. Вот такой, друзья, сегодня замечательный, прекрасный день, 18 апреля. Мы всем желаем прекрасного, чудесного, великолепного дня. Друзья, наслаждайтесь жизнью. Обращайте внимание на те знаки и подсказки, которые идут от Вселенной. А сегодня они будут особенно видны. Друзья, но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Друзья, это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше. И смотрите, друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.